Приветствую вас у себя на канале. Меня зовут Кристина, я путешествую и живу в разных странах. И сегодня мы прилетели в Сингапур. В этом выпуске я расскажу вам, как можно попасть в Сингапур без визы, а также мы будем очень много гулять по городу, и я вам буду показывать все самые главные достопримечательности этой страны. Обязательно смотрите до конца и не забудьте подписаться. Впереди у меня еще очень много путешествий. С Сингапуром мы начнем с аэропорта Чанги, потому что это самая первая достопримечательность, которая нас встречает. В 2023 году сингапурский аэропорт занял первое место в рейтинге лучших аэропортов мира, и эта победа стала для него уже 12-й. Это действительно самый комфортный и удобный аэропорт, в котором я была. Я бы даже сказала, что это не просто аэропорт, а сама по себе очень крутая достопримечательность. Внутри этого аэропорта расположен самый высокий в мире водопад в здании. Есть ботанические сады, фонтаны и небольшие водопадики в публичных зонах, а между каждым терминалом курсирует бесплатный шаттл и поезд. Расскажу о том, как можно добраться из аэропорта до города. Самый простой и самый дорогой способ — это, конечно же, такси. В Сингапуре, как, наверное, и по всей Юго-Восточной Азии, работает сервис заказа такси Grab. Стоимость начинается от 20 сингапурских долларов. Также можно поехать на метро или на автобусе. Мы решили поехать на автобусе. В центр города ходит автобус номер 36. Остановки расположены во всех 4 терминалах, которые можно найти по указателю Bus to City. Ну что, друзья, мы заселились в наши шикарные апартаменты за 350 сингапурских долларов за 3 ночи. И я просто не могу не показать вам, что мы за них получили. Плюс этих апартаментов, конечно, то, что они находятся практически в самом центре, и до Марины Бэй, до главной достопримечательности, самой узнаваемой, нам идти минут, наверное, 10-15 максимум. Ну и, собственно, сами апартаменты. Вот это наша входная дверь, вот это наша кровать. У нас есть зеркало. Посмотрите, какая замечательная зона. Ну и, собственно, душевая в типичном азиатском стиле. Это, наверное, самый короткий рум-тур, который только можно снять. Ну а сейчас пойдемте с нами гулять по городу. Ну что, друзья, если у вас так же, как и у нас, совсем немного времени на Сингапур, я предлагаю вам так же, как и мы, направиться в первую очередь, конечно же, это к Марине Бэй, одной из самых узнаваемых достопримечательностей страны города. И в том числе здесь очень красивая набережная и те самые футуристические деревья, супер деревья, которые после заката начинают свое прекрасное световое шоу. С погодой нам явно как-то не особо повезло, потому что сейчас на улице достаточно пасмурно, и, конечно, город выглядит немного не так, как в солнечную погоду. Но, тем не менее, нас не остановит, даже если начнется проливной дождь. У нас есть всего 96 часов, чтобы посмотреть эту прекрасную страну. Сингапур — это маленькое государство в Юго-Восточной Азии, которое поражает своим достижением в области экономики, превратившись из скромной рыбацкой деревни в мировой экономический гигант. Предлагаю вам взглянуть на тайны его успеха и узнать, что делает Сингапур настоящим экономическим чудом. Одним из главных факторов успеха Сингапура является его мудрая экономическая политика. Правительство активно привлекало иностранные инвестиции и создавало благоприятные условия для бизнеса, предлагая низкие налоговые ставки и минимальную бюрократию, что сделало город привлекательным для компаний со всего мира, что стимулировало экономический рост. Сингапур известен своим финансовым сектором, который играет ключевую роль в мировой экономике. Стабильная финансовая система, надежные банки и высокий уровень сервиса привлекают инвесторов и предпринимателей. Порт Сингапура — это жизненно важное звено в экономическом успехе страны. Его географическое расположение на пересечении важных морских путей делает его идеальной торговой платформой для мирового бизнеса. В итоге Сингапур — это гармоничное слияние традиций и современности, где гостеприимство и роскошь переплетаются с умом и инновациями. Мы сейчас с вами находимся у символа Сингапура. Это статуя Мерлиона. Это мифическое существо с
головой льва и телом рыбы. Здесь, как вы можете заметить, очень много туристов, несмотря на то, что мы пришли рано с утра в будний день, здесь просто очень и очень много туристов, поэтому если у вас будет возможность прийти еще раньше, то приходите еще раньше, чтобы сделать парочку красивых фотографий. Ну что, после того, как вы посмотрели на символ Сингапура, сделали классные фоточки напротив Марины Бэй, вы можете отправиться на Эспланаду. Это театр, в который вмещает в себя до 1600 человек. И, собственно, назван он в честь парка, который находится позади него. А дизайн этого здания очень напоминает дуриан. Вообще, конечно, здесь на площади сосредоточены все самые главные узнаваемые достопримечательности Сингапура. И если у вас ограниченное количество времени, то это то самое место, куда стоит заехать в первую очередь, потому что в любом случае проведете вы здесь времени немало, потому что пространство на самом деле очень большое. Мы дошли сюда не чтобы попасть на ту сторону, а просто посмотреть мост. Плюс здесь расположены отличные смотровые площадки, где совсем нет туристов и можно сделать не менее прекрасные фотографии, чем у Мерлиона. А на сторону, где расположена Марина Бэй и в том числе тот самый известный футуристический парк с супер деревьями, туда мы отправимся уже после заката, чтобы посмотреть световое шоу. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите дальше, туда мы попадем чуть позже. А сейчас мы отправимся смотреть другие кварталы Сингапура, потому что не только центром един Сингапур. Несмотря на свою современность и роскошь, Сингапур известен также своими строгими запретами и правилами. Расскажу вам о некоторых из наиболее удивительных и уникальных ограничениях в этом городе-государстве. Жвачка. Да, вы не ослышались, в Сингапуре продажа и даже ввоз жвачки запрещены. Это правило было введено в 1992 году для поддержания чистоты улиц и общественных мест. Хотя местные жители придерживаются этого запрета, туристы часто забывают об этом и могут столкнуться с неприятными штрафами за нарушение этого правила. В Сингапуре существует жесткое ограничение курения в общественных местах. Здесь запрещено курить на улицах, в общественном транспорте, на стадионах и даже на большинстве открытых площадок. Курение разрешено только на специально отведенных для этого местах. И нарушение этого правила также влечет за собой значительные штрафы. В Сингапуре запрещена нагота и не только в общественных местах, включая пляжи, но даже у себя дома запрещено ходить голым. Помимо этого, в Сингапуре нельзя плеваться в общественных местах, нельзя пить или есть в общественном месте или транспорте, а также кормить птиц. А если вы не смоете за собой в общественном туалете, то вам может грозить штраф в размере 150 сингапурских долларов. Хотя некоторые из этих запретов могут показаться строгими и даже немного странными, они играют ключевую роль в поддержании порядка и безопасности в Сингапуре. Что очень хорошо в Сингапуре, несмотря на то, что это один из самых дорогих городов мира, здесь также есть очень много бесплатных развлечений. На самом деле, даже просто гулять по городу и посещать самые главные достопримечательности — это уже очень классное развлечение, потому что выглядит все очень красиво и впечатляюще. И мы сейчас отправляемся к еще одной достопримечательности города, чтобы показать ее вам. Еще одна интересная, но не самая очевидная достопримечательность Сингапура – это фонтан богатства. Он также расположен в районе Марина Бэй, в сердце современного Сингапура. Фонтан богатства построен по всем правилам философского учения фэн-шуй, и многочисленные туристы приезжают сюда, чтобы исполнить обряд, который, как утверждают сингапурцы, прибавляет благосостояние и способствует исполнению желаний. Для этого нужно обойти 3 раза по часовой стрелке вокруг нижнего малого фонтана, загадать желание, коснуться ладошкой воды и верить, что все загаданное обязательно сбудется. Вот и посмотрим, сбудется ли у нас. Итак, друзья, как выжить в дорогущем Сингапуре? Цены здесь действительно кусаются, но есть один способ. Всегда ищите поблизости торговые центры большие, и там всегда будет расположен фудкорт с недорогой едой. Фудкорт — это наподобие нашей столовой, в центре расположены столы, а по бокам уже различные кафешки, в которых можно взять еду и достаточно недорогие цены. Вот это вот все у нас вышло. Кирилл, подскажи, пожалуйста. 22,60. 22,60 сингапурских долларов. Кирилл чек показывает. Здесь у нас жареный рис, собственно, с курицей. Здесь у нас китайская капуста кале и жареный рис с креветками. И нам подали какой-то супчик, я не знаю, если честно, что это такое, будем пробовать. Пожелайте нам приятного аппетита, мы сейчас перекусим и вернемся к вам
и пойдем дальше гулять. После того, как мы пообедали, мы отправились осматривать разные этнические районы Сингапура. Сингапур — это не только футуристические небоскребы, это государство богато культурным наследием и аутентичными районами. Например, неподалеку от Фонтана Богатства расположен арабский квартал, основанный в начале 19 века. Этот квартал стал пристанищем для арабских и малайских торговцев и называется Кампонг Глам. Колорит помогут прочувствовать местные лавки с восточными сладостями и традиционными сувенирами. Здесь же можно заглянуть на обед в турецкий ресторанчик. Главным символом этого района является государственная мечеть Сингапура с ее возведенным куполом и минаретами, служащими ориентиром для всех мусульман в округе. Конечно же, в Сингапуре есть и индийский квартал. Отправляясь в индийский квартал Сингапура, вы окунетесь в мир ярких красок, традиций и вкусов индийской культуры. Этот квартал, также известный как Little India, является домом для объединенной индийской общины в городе. Кипучие торговые ряды индийского квартала пестрят от пряностей и приправ, этнических украшений и сари, серебряной и медной посуды, традиционных блюд и экзотических сладостей, аюрведических массажных масел и косметики. Посещение этого района обязательно необходимо включить в программу вашего путешествия по Сингапуру. И, конечно же, главный этнический квартал Сингапура – это китайский квартал. Это историческое место, основанное во второй половине XIX века, является домом для местных общин города и олицетворяет богатую культуру Китая. Главным символом этого района является храм священного зуба Будды. Храм был специально спроектирован для священной реликвии – зуба Будды. Сам зуб прихожанам не показывают, зато вы можете посмотреть на ступу, усыпанную драгоценными камнями из публичной зоны. Сам же храм очень красивый, как снаружи, так и внутри, и я очень рекомендую его посетить. Вообще по Сингапуру на самом деле вы можете просто построить маршрут от одной достопримечательности до другой, и пока вы идете, вы просто будете находить еще больше разных достопримечательностей, останавливаться, снимать, фотографироваться. Город очень красивый, с очень классной архитектурой. Например, сзади меня находится юридическая библиотека и рядом справа юридический университет. Дорогие зрители моего канала, я снимаю не только на YouTube, также я веду свои социальные сети в Instagram и в Telegram, поэтому, если вдруг вы скучаете по мне, обязательно подписывайтесь на них, ссылочки я прикреплю в описании. Там я снимаю больше интересных сторис и рассказываю о своих путешествиях и делюсь опытом жизни в разных странах. Не забудьте подписаться. Итак, друзья, сейчас мы находимся у входа в парк Сады у залива. Время уже близится к вечеру, мы специально подобрали так время, чтобы прийти сюда к световому шоу, которое начинается в 19:45 и длится час. Поэтому пойдемте смотреть. Сингапур, знаменитый своей современной архитектурой и технологическими достижениями, также славится своими усилиями по сохранению природной красоты. Одними из самых удивительных примеров симбиоза природы являются технологии супердеревьев, которые и находятся в самом удивительном парке мира Сады у залива, открытом в июне 2012 года. Помимо знаменитых технологических деревьев, в саду находится более 160 тысяч и около 200 видов растений, привезенных с разных стран и континентов. По сути, это большой, удобный и экологически чистый парк для отдыха, который я однозначно рекомендую посетить и погулять там подольше. Друзья, наконец-то мы заходим в самую главную локацию, которую я хотела посетить очень давно. Это была одна из моих очень больших мечт. В общем, пойдемте посмотрим, я буду радоваться и восторгаться как ребенок, потому что мой внутренний ребенок просто в восторге и очень счастлив, и даже немножечко не может поверить, что он здесь находится. Пойдемте со мной. Вернемся к
супердеревьям. Они представляют собой 18 вертикальных садовых конструкций высотой от 25 до 50 метров. Кстати, высота деревьев непостоянна и может регулироваться гидравлическим механизмом. Сам каркас выполнен из стали и бетона, и по всей этой конструкции высажены живые растения, которые в дальнейшем должны полностью покрыть металлическую конструкцию. Несколько супердеревьев соединяет небесная тропинка. Это такой подвесной мост, расположенный на высоте 22 метров. Подняться на него можно за 12 сингапурских долларов. Внутри каждого дерева расположены технические системы, которые выполняют различные функции. Одна из функций – это сбор дождевой воды, которая и используется для питания и полива растений. Помимо этого, на кроне деревьев расположены солнечные панели, которые преобразуют солнечную энергию в электрическую, которая и питает их ночью, и с помощью которой после заката супердеревья выступают в роли захватывающего светового шоу. Однозначно рекомендую приехать сюда к началу и посмотреть на то, как тысячи светодиодов загораются под музыку. Это действительно захватывающее представление. Ощущение, будто находишься в каком-то космическом лесу на другой планете. Ну что, друзья, это были прекрасные 4 дня, мы очень много гуляли, Сингапур прекраснейший город, я надеюсь, мы сюда еще когда-нибудь вернемся, а сейчас мы находимся в аэропорту и вылетаем обратно в Таиланд, где пробудем 3 месяца, будем много путешествовать по Таиланду, я обязательно буду снимать много роликов про него, а также потом у нас ждут и другие путешествия, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Спасибо за внимание, всем пока!